Прекрасно. Хорошо. Красота. Так, ну все, в тапках. Я тоже в тапках. Нормально, мы по-камбоджийски. Друзья мои, привет! Вы на канале Галя из Камбоджи. Я Галя. Всем привет. И прекрасный Алтын Меня сегодня у меня опять в гостях. Спасибо снова, что приехали. Мы с Алтын уже встречались. Кто меня смотрит, кто не смотрит, видео будет вот здесь. Там все основы по недвижимости. А сегодня, ребята, и для тех, кто новенький, мы сегодня будем рассматривать очень интересный объект в Камбодже и, самое главное, в городе Сиам-Риэп. Это, ну, назовем их пока виллы, а потом расскажете, да, что это такое. Да. Проект действительно очень интересный, необычный, и как раз было много вопросов, как землю купить в Камбодже, как это вообще все происходит. Все ответим, да? Угу, обязательно. Поехали. Алтын, расскажите, пожалуйста, куда мы приехали? Ну, на самом деле, я открою сразу тайну, я здесь ночевала. Да, мне понравилась идея, что, в общем, куда меня не приглашают, я там остаюсь с ночевкой. Да, поэтому я расскажу, каково мне здесь ночевалось, вы расскажите, где мы. Мы находимся сейчас на проекте Баконг Village. Это виллы в стиле линхаусов. Сразу предупрежу, чтобы не начали писать сейчас хейтеры про «это же не виллы, разве это виллы?» Ой, пишите. Да, это виллы в стиле линхаус. Объект находится на стадии строительства. Пожалуйста, по вашему запросу построим виллы, какую вы хотите. Мы сейчас находимся в шоуруме. Смотрите, давайте расскажу вам коротко про застройщика, застройщик ULS, я его просто обожаю. Сейчас расскажу, почему. Это не простой человек, это человек, который занимается действительно развитием всей страны. Для него в приоритете как раз-таки не деньги, а вот в приоритете, знаете, такие человеческие качества, ценности, и поэтому вот я его очень сильно люблю, уважаю. А где он? Вот основатель Лин Кян, камбоджиец местный, проживал в Америке, учился в Америке, и вот сейчас поднимает, так скажем, страну. Он всегда строит не просто объект, да, он не строит так, что просто построил кондоминиум и заселил всех жильцов, вот и живите себе. Нет, у него не такая концепция. Он всегда строит комьюнити, то есть там обязательно будет очень много площади для проявления творчества, реализации творческого своего потенциала, да, место для коворкинга, то есть он обязательно это все включает в свой объект. Поэтому его идея не просто строить дом, квартиру, а строить именно комьюнити, где вы можете, живя у себя, при этом заниматься нетворкингом между собой, знакомиться, что-то вместе объединяться, создавать что-то проекты вместе. Вот да, я вчера заметила, когда я только зашла, а я одна заехала, и я очень удивилась вообще, что это очень необычное место. Сейчас покажем вам. Да, поэтому именно вот это вот вроде как виллы звучит, но на самом деле там концепция чуть другая, поэтому да, оно удивляет. Я тоже удивилась, если честно, когда увидела, не будем этого скрывать. Вот, у него есть уже реализованные объекты, 6 объектов, в Пномпене находится и 2 объекта здесь, в Сиам-Риэп. Мы в прошлый раз снимали тоже в очень интересном месте, в Сиам-Риэпе, а я сразу скажу, что в Сиам-Риэпе не очень много объектов, да? Да. И ценник. И ценник, такой. да, Здесь, кстати, очень радует в этом месте ценник. Так вот, там интересное место, там есть коворкинг, да, и там есть как а-ля общежитие такое для очень взрослых творческих людей. Вот давайте расскажу вам про это общежитие. Да. Я была удивлена, тоже для меня это было такое открытие тоже своего рода. Есть общежитие наподобие, да, где живут люди в одной студии одной, и у них есть общая кухня, но при этом эти люди все непростые, то есть они достаточно такие зажиточные ребята, но просто они не хотят жить в одиночестве, и для этого вот придумано как раз-таки вот такое комьюнити, где ты будешь проживать, при этом у вас будет общая зона отдыха, вы можете вместе смотреть телевизор, да, играть в Sony PlayStation, например, да, при этом вместе готовить, у вас общий один холодильник. Для меня это было такое, что? И зарабатывать, кстати, много денег при этом. И это зарабатывать много денег, да. И рай для программистов и прочих. Да. И прочих творческих одиночек, фрилансеров, да. Вот такое вот есть. Это вот было в Rose Apple Square, где вот мы с вами до этого были. Там плюс еще есть коммерческие помещения, то есть вы можете там арендовать офис, можете просто прийти, попить там кофе и параллельно работать, то есть зона коворкинга тоже организована. Там очень много есть удобных, в общем, офисов для переговоров. Очень интересная концепция, на самом деле. Объект огромнейший. И для меня это было, вот особенно про одиночек, да, коммуналка для одиночек. Просто это немножко моя тема, то есть мне нравится, я вообще интроверт,
Да. Что бы вы про это не думали, но мне нравится находиться как бы в своем пространстве, но периодически выходить куда-то в люди. Ага. То есть я люблю, чтобы вокруг меня были соседи все-таки, но чтобы они меня не трогали вообще. Вот так вот. То есть поэтому мне это пространство очень зашло. Вот. А здесь, в Сиам-Рипе, это этого же застройщика, да, как его зовут еще раз? Лян Ким. Вот. И мистер Лян, он еще построил объекты в Пномпене, как я понимаю, да? Вот я Да, его в Пномпене вижу. у него есть кондоминиум Urban Loft, Мгм. в Пномпене у него есть Coworking Hub Factory, то есть это коммерческое помещение, да. Есть также у него Urban Village, первая фаза, вторая фаза, тоже уже законченные 2 объекта, это тоже кондоминиум, жилые комплексы, но немножко такого под коммерческого формата, очень много коммерческих помещений внутри. И будут проекты строиться от дом, это торговый центр, это будет торговый центр, просто вау, такого в Камбодже никогда еще не было. А где? Да, я прям в Пномпене? предвкушении. Это будет в Пномпене, это вот такого Опять все в Пномпене. Опять всё в Пномпене, да. Такого же формата, как Rose Apple Square, но Rose Apple Square это такое микро-версия вот этого от дома. А от дом будет очень большой, там будет и торговый центр, и офис, бизнес-центры будут, и также будет жилые кондоминиумы, так скажем, да? Я для чего попросила так подробно, Алтын, рассказать именно про застройщика, потому что, я так понимаю, вы в Сиам-Рипе больше не сотрудничаете с другими Нет, застройщиками. только с ним, да. Почему? Потому что он проверенный, ребят. В Сиам-Рипе нету кондоминиумов, да, то есть страта тайтла, вот этого всего с этим здесь посложнее, поэтому нужно... Страта тайтла. Да, поэтому нужно быть немножко аккуратнее. Мы работаем только с проверенными. Вот, вы можете в целом не ориентироваться на нас, Google вам в помощь, имя дали, проверяйте, пожалуйста, застройщика самостоятельно тоже всегда. Это важно? Конечно, очень важно, обязательно, обязательно. Так, вот смотрите, где мы сейчас находимся. Вот здесь мы проживали с Галиной в этой зоне. Это вот маленькие виллы, двухкомнатные и однокомнатные виллы, и они готовы уже. Вот эта зона и вот эта зона. Их можно уже покупать. А шоп-хаусы и крупные виллы, они пока в процессе строительства и по запросу строятся. Вот так вот. Ну, раз мы в шоуруме, пойдемте посмотрим тогда, что предлагает. Давайте. А потом покажу вам, где я ночевала, освещенная Максиком вилла. Проходим сейчас, смотрим шоп-хаус, и вот здесь вот все можно организовать под коммерческое помещение, то есть вот эта вся зона. То есть, чтобы понятно было, я немножко озвучу, да, вот эти вот двери, они вот здесь вот Они должны вот быть, здесь да? будут, да. То есть это вот этот юнит, получается? Да, вот здесь вот так получается будет стеночка, вот так стенка, и вот здесь вот будет вот такие же двери стеклянные, и вы заходите, все, и отсюда и вот это пространство, это уже ваше. Это все ваше. Да, я просто для чего так дотошно, потому что мы там сейчас пойдем по виллам, и там все понятно будет сразу. А здесь немножечко из-за того, что тут красоты наваяли. Так, вот эту красоту мы все зрительно убираем и представляем, что здесь вот все пусто, и вы можете организовать все под себя. Можно открыть здесь кофейню, что душа очень пожелает, ателье, кофейню. И вот такая вот красотень у вас тоже будет, да? И вот такая красотень То есть вот эта зеленушечка у вас будет. Представляете, у вас тут кофейня, а там вот герань растет. Потом вот мы проходим сюда, то есть здесь уже ваши гости, допустим, да, гости, клиенты могут пройти в санузел, здесь уборная есть, вот через вот такую вот красоту. Это в стиле скандинавском стиле, поэтому будет очень много открытых пространств, где будет свежий воздух. И вот здесь вот можно поставить вот так перегородочку и отделить свое помещение жилое от своего коммерческого помещения, чтобы люди сюда уже не проходили. Ну вот они в уборную, например. Они пройдут только до уборной, да, и все на этом. А дальше уже будет ваша зона. А вот здесь у нас получается еще, ну можете ее и по коммерческую оставить. Можно по коммерческую, можно вот здесь поставить стеночку тоже, вот эту зону тоже под коммерцию оставить. Террасу можно оставить под коммерцию. А вот здесь будет стеночка, и все. Отсюда, здесь, кстати, вот второй выход специально как раз-таки для этого и создан. Здесь сквозные проходы, то есть вы можете заходить домой вот с этой стороны, а с главного входа у вас будет заходить коммерция, клиенты ваши. Да. Так, вопрос сразу. Да. В прошлом видео мы
четко озвучили, Так. что землю купить иностранцу нельзя, Нельзя. да, о том, что коммерческую недвижимость тоже на земле. Я вот хочу показать, что тут земля сразу. Купить нельзя. Почему здесь можно? Здесь потому, что вы входите в партнерство, здесь лизинг с застройщиком, и вы в партнерстве с застройщиком. Русским языком можно? Это как будто бы земля застройщика, хозяин является застройщик этой земли, а вы берете в лизинг, в аренду эту виллу, эту коммерцию на 100 лет. При этом вы можете перепродать ее, можете сдавать в аренду, коммерческое помещение вы можете сдать в аренду, то есть вы 100 лет, вот прям вот собственник, но только на 100 лет. То есть можете делать, что хотите, что ваша душа пожелает, можете и творить здесь. Давать в аренду, продать можете, отдать в наследство можете подарить. Также, то есть... если, ну, такая ситуация, то есть застройщик, вот этот человек, да, которого мы посмотрели, он же тоже не вечный. Так. Когда его не станет, а 100 лет еще не закончилось, не будет ли так, что придет следующий его наместник и скажет, а ну пошли вон все отсюда, земля Следующий моя. наместник придет, это будет, скорее всего, его потомки, кому передается по наследству, передастся этот бизнес, но они не смогут, они имеют право, потому что у вас в договоре все прописано. Понятно? До 100 лет. После 100 лет, скорее всего, можно будет тоже дальше продлевать, но мы пока об этом не знаем, потому что будет через 100 лет, в Камбодже тоже не знаем. Да. Так, мы вот отсюда заходим в наше жилое. Представим, что здесь у нас стенка, там у нас коммерция, а здесь у нас жилое уже. Да, еще раз покажу с другой стороны. То есть вот оттуда мы с вами заходили. Да. А вот второй. И проходим на второй этаж. Есть красота. У нас везде здесь красота. О, да, вот идет передо мной тоже красота. И позади камеры тоже красота. Абсолютно, да. Очень много света, потому что все окна витражные у нас, получается, с потолка до пола. Я сегодня ночевала и прям кайфанула, честно. Да? Скажу. Мне тоже очень. Особенно просыпаешься, когда вот эти вот птички. Да, Но сейчас мы дойдем до моей виллы, я вам расскажу. Здесь мы попадаем в зону кухни, обеденный стол, можно приготовить еду и опять-таки наблюдать, что происходит у вас, допустим, в соседней комнате. Позвать на обед кого-нибудь, на завтрак, свою семью. Прикольно, как будто вы в природе, вот смотрите. Да-да-да. Но при этом кондиционер включили, и вы в пространстве своем. И в пространстве, да. Или при этом открыли все, окна, двери, террасу открыли. И уже естественная продуваемость такая. Да, здесь, кстати, очень много открывающихся окон и дверей. Как раз таки для этого и задумано тоже в скандинавском стиле, где очень много естественного природного света и естественного природного обдува, проветривания помещения. Сюда мы проходим. Здесь у нас зал. Гостиная, да. Гостиная, да. Зона рабочая. И 2 спальни. То есть, ребята, это шоурум, я так понимаю, что мебельный пакет Мебель не входит. Нет, не входит. Это вот обставили, чтобы было понятно, как это можно сделать. Здесь у нас санузел, и даже в санузеле, обратите внимание, что да, закрытое пространство, опять-таки, для естественного освещения. Для любителей пообсуждать мошек, там стекло. Чтобы всем было скучно мыться, да, можно смотреть наверх. Но вы можете снять стекло. Будет вам хорошо. Так, как всегда, себя я показываю в зеркале. Ой, какая красота. Да, и вот такая вот спальня. Так как это шопхаус, сейчас у нас вид будет всегда на дорогу, потому что шопхаус находится вдоль дороги. Да. Но кому нужно коммерческое помещение, это плюс на первом этаже. Огромнейший плюс. Это вообще никуда не надо ехать. Здесь у нас 2-я спальня. Что очень мило, очень симпатично это все выглядит. Все натуральненько, из натуральных камней. Вот это все открывается. Дерева. То есть кому важны открытые двери, потому что не во всех кондо открываются окна в спальнях. Вот у нас там гости какие-то заезжают. Ой, я даже знаю этого чувака, водителя. Да? Ковбоя, да, он всегда кричит, когда возят. Ну, здорово. Потолочные вентиляторы, кондиционеры, это уже все есть в отделке, правильно? Да. Да. Все. Мы с вами начали с козырей, да, с самой дорогой. Да, мы начали с самой дорогой виллы. Цена ее $271 000 за 228 квадратных метров.
И это с коммерческой, то есть Это с возможность коммерческой, да, да. использовать ее как коммерческую Да, недвижимость, да, да. первый этаж. Почему это я акцентирую на это внимание? Потому что этого практически нет. Этого нет, нигде. действительно. То есть на первом этаже, чтобы можно было открыть свой бизнес, а на втором жить, Мгм. ну, это прям очень классное. Очень условия. классно, согласна. Да, и что входит? Здесь будет обустроена полностью законченная кухня. То есть вот все, что вы сейчас здесь вот видите, кроме мебели, столов, стульев, естественно, нет. Будет полный ремонт, стены, вентиляция, ну, Свет, потолковый свет, да, свет, вытяжка. вентиляторы, вытяжка. А, ну да, полностью кухня. Полностью, Ага. полностью кухня, да, мебель на кухне, вот это все Всё. будет. А диванчики сами? А всю остальную мебель, к сожалению, да, сами. Ну, вот и так в Камбодже, кстати. Я после Таиланда, ну, я как сейчас опять начну писать, Галя, ты всегда про Таиланд, да, потому что я там жила долго. В Таиланде просто мебельный пакет всегда идет, в Камбодже нет. Да, в Камбодже в некоторых объектах идет, в некоторых нет, но всегда можно будет запросить у застройщика просто за отдельную плату. Ну, если вы не хотите возиться сами, Да, если ну, не хотите для вас возиться, это вы можете просто удовольствие, пакет, да? да, можно. пакет попросить, от 5000 Класс. долларов он начинается, и можете выбирать, какой вы хотите. Супер. Для себя. Пойдемте посмотрим подешевле. Пойдемте. Пойдемте посмотрим красоту подешевле. Так, ну вот мы вышли из, как это называется-то? Шоурума. Смотровой комнаты. Вот. И вот в чисто поле, посмотрите, я сейчас повернусь вот туда назад, да? То есть чисто поле. Я вчера ехала сюда на байке вместе с Максом. Я его в переноску посадила на байке, заняло от моего дома, а мой дом находится совсем с другой стороны города Сиам-Рип, то есть через весь Сиам-Рип и сюда. И у меня заняло с Максиком с остановками 30 минут. То есть Google карты нам прокладывают отсюда до центра Сиам-Рипа 22 минуты ехать. Это недалеко совершенно. Да, но вот мы видим, что еще идет стройка, инфраструктуры как таковой здесь еще нет. Еще нет, да. Но мы знаем, что здесь есть доставка, мы уже сегодня заказывали. Да, доставка Да, сюда есть. доставка работает сюда. Вот. И до магазина Макро отсюда ехать там 8 или 9 минут прописал Google. Поэтому, в принципе, если у вас есть транспорт, то здесь прекрасное место расположения. И это очень близко к храмам. Да, это очень близко к храму, 15 минут езды до Анкор-Вата, 15-20 минут. И я вызываю такси, у меня обычно 15 минут уходит доехать до центра. То есть я, здесь уже, я здесь уже второй раз останавливаюсь. Мне комфортно, я люблю такое, я люблю жить на природе, и была бы возможность, вообще я бы прям жила. Да, природы здесь много. Да. Природы много. И воздух. И воздух очень классный, да. Я сегодня утром это оценила. Звуки природы, господи, птички поют. еще тишина. Нет, соседи есть. Но я вам скажу, я просто вчера заглядывала в окна к тем, кто тут живет. Здесь, в общем, такие ребята селятся, скажем так, 30 плюс лет, да, 30-40, видимо, работающие удаленно, возможно, да, ну, в принципе, до города-то недалеко, все с транспортом, естественно, на машинах, и вот они вчера сидели, мои соседи, мои виллы 2 целых рядом заселены. Вот, и я видела, что они там сидели, у них какие-то бизнес там разговоры были. Вот, то есть они прям живут здесь и работают сразу здесь. Интернет хороший здесь на территории поселка, свой местный Wi-Fi. Я тоже проверила, прям скорость отличная. Вот здесь вот идет стройка. Это парковка, да? Правильно, да, это парковочка будет, 5 этажей парковка, и на первом этаже будет ярмарка, так скажем, где вы можете закупаться продуктами. Ага, то есть вообще затея такая, что тут город в городе. Ну, то есть внутри поселка должна быть вся инфраструктура. Алтын. Так. А вот эти вот помещения, это все коммерческие помещения, да? Да, это вот то, что мы сейчас смотрели. Да, это то, что мы с вами сейчас смотрели. Вот такого формата они будут, заходите, и все, и здесь можно открывать что-нибудь. Видите, как это будет все подряд, это тоже происходит вдоль дороги. И здесь вот будут магазинчики, кто что будет открывать, парикмахерскую кто откроет, кто что-то. То есть это центральный въезд. Да. И вот вы можете внутри такой вот себе устроить и жить, и работать здесь. Да, и жить, и работать здесь. Пока закончены блок А и блок Б. Это вот у нас блок А, и на той стороне у нас будет блок Б. И есть еще дальше будет продолжение в ту сторону через дорогу. Там еще будет 2 блока таких же вилл. Классно. Ну, пойдемте посмотрим внутри, там, где уже люди живут. Еще не все, да, объекты? Еще не все объекты проданы, поэтому есть объекты, можете покупать. Готовые. Ага. Сосед. Закупил себе всего. Да, это сосед Алтын, он здесь живет уже.
Вот такого плана люди на самом деле здесь, я их видела. Вот мы заходим вот в эту часть, то есть вот она дорога, да, где здесь коммерческая жилая недвижимость. И вот сюда мы заходим, это уже поселок, где я сейчас покажу вам мой домик. Мне там, кстати, очень комфортно. Вот смотрите, видите, здесь тоже уже видно следы, что здесь живут. Тут вот кто-то уже прикупил и решил перепродать сразу уже готовое. Да, и вот такая вот территория. То есть это не виллы, которые прям виллы-виллы, да? Да, это линхаусы. Линкхаусы. Линкхаусы, да, это дома, которые разъединены стенкой. Ну, то есть таунхаусы мы их еще называем. Таунхаусы, линхаусы, да. Ну, линхаус будет правильнее, наверное. И вот такое комьюнити здесь, потому что... А сейчас мы внутри домика. Я вам объясню, почему. Здесь, скорее всего, на мой взгляд, только ребята такого молодого и среднего возраста будут селиться. Вряд ли это прям такое семейное комьюнити получится здесь. Хотя, кто знает, конечно. Да, чтобы не заблудились, видите, вот эти вот полосочки, они не просто так для красоты разноцветные, они ведут каждый к своей вилле. То есть у входа, у двери, если обратить внимание, вот есть зеленого цвета. Видите, прямо на двери? Да. 082 написано, и зеленый цвет. Зеленый цвет, вот, это вот они вот ведут по цвету, вы можете дойти до своего дома. Если вдруг вы будете под мартини, чтобы не потеряться, можно ориентироваться. Не заблудитесь. Не заблудитесь, да. Вот здесь вот заканчивается зеленый, тут запоминайте свой цвет и по цвету ориентируетесь. Также, опять-таки, повторюсь, да, то, что здесь открываются все двери, то есть нараспашечку с этой стороны, с другой стороны, здесь все такое сквозное и просто будут обдувать дом. Вот так вот. Очень уютно. Также есть вот такие вот отверстия, если вы заметите, они в основном в уборной находятся, тоже для естественного продуваемости. Да, и там, кстати, сетка с той стороны. Там стоит сетка, да, чтобы насекомые не заходили. Вот здесь вот это мои соседи, вот эти две виллы, три виллы, они заселены. Есть, да, там? Да, а я вот моя. Сейчас мы туда сходим. Да, в уголочке, здесь везде так, в уголочке находятся маленькие виллы однокомнатные. Да. И трехэтажные. И вот это трехэтажная. У меня двухэтажная, а это трехэтажные виллы. И вот там вот, видите, в уголочках соединенные, это двухэтажные виллы. Пойдемте посмотрим. Плиз. Максика, не буду будить, а то сейчас начнется нойка. Вон, смотрите, какая переноска я везла Макса на такой. То есть мы с ним все-таки чуть-чуть путешествуем. Да, кто меня, кстати, недавно смотрит, мы уже 4 года с Максиком живем, почти, в городе Сиам-Рип. И мне очень кайфово, что внутри Сиам-Рипа можно еще куда-то ездить. То есть по факту можно жить и в городе, и чуть-чуть за городом. Вот это вот пространство мне, кстати, очень понравилось. Потому что у Алтын другая вилла, она живет в другой вилле. Мне вот это тоже больше нравится. А мы первые сюда пришли. Вот здесь обеденная зона, да, вот здесь вот кухня такая, она небольшая совсем. И, в общем-то, все здесь очень много вот этих вот пространств. Вот там еще тоже местечко есть, потому что вилла сама по себе небольшая. Я так думаю, максимум на 2 человека. Да, 69 квадратных метров. Да, максимум на 2 человека. Здесь каких-то шкафов не поставишь много. Но у нас и зимних вещей, вы знаете же, нету. Да? И вот такой подиум есть. Я вчера вот здесь прям разлеглась на подушках. У меня же телевизора-то нет большого, а здесь есть. Я, короче, кайфовала, включила ютубчик, смотрела на ютубчике всякие видео. В общем, классно на большом телеке. Очень мощный вентилятор, что мне нравится. И вот здесь вот также вот открывается вот эта вторая часть. Так вот сюда, вот. И вот эту можно открыть створку. Да. Макс, смотри, какой у тебя туалет шикарный. Вот, и мы здесь кайфовали. Ну, потом я включила кондиционер, и, в общем-то, да. 2-й этаж есть. Пойдемте покажу. А вот, кстати, мое предположение, да, почему сюда не заедут какой-то комьюнити семейных людей или пожилых людей. Ну, хотя пожилые бодрички могут и да, из-за лесенок. То есть это у меня 2-этажная вилла, а есть же 3-этажные виллы. Вот здесь я спала.
Да, вот так вот прям. Это очень прикольно, да. Здесь такое все приятное. Шкаф, опять же, очень много вот этих вот световых окошек, что мне понравилось. Я утром открыла балконную дверь, птички такие поют, при этом вентилятор крутится, так здорово. Ну и уборная здесь одна. Вот она вот здесь. Здесь моих вещей. Ну, в общем, я обжила. Так что, ребята, вилла 091. Огонь. Да, я ее проверила, здесь хорошо. Вот такая вот вилла классная, мне правда понравилась. Здесь комфортно. И знаете что? И еще я словила какое ощущение. Вот это ощущение какой-то принадлежности к клубу, потому что это выглядит как будто клубный дом. Да. То есть меня когда Алтын пригласила, давайте вы тут поживете, я еще думаю, ну, поснимать. Зачем мне такие сложности с Максиком переезжать? А сейчас я поняла, зачем. Потому что надо было почувствовать эту атмосферу. Она реально тут есть. Эта атмосфера есть. Сколько стоит? Вот такая, которую мы сейчас посмотрели, однокомнатная, стоит $70 тысяч за 68 квадратных метров. Ребята, это вилла. Ну, как бы мы ее не называли, да? Тем не менее, это, в общем, домик со своими, да, с зеленью и прочими. Это не квартира. А по цене квартиры? По цене квартиры, на земле. Имейте на в виду. земле 2 этажа, 68 квадратных метров по цене квартиры однокомнатной в Пномпене. Да, и всегда контакты Алтын в первом комментарии закрепленном или в описании видео. У кого вопросы по этим виллам, пожалуйста, пишите, Алтын вам больше информации даст, потому что ее больше мы здесь, конечно, все не осветим. Да. Пойдемте вашу посмотрим. Пойдемте трехэтажную посмотрим. Трехэтажную виллу, такую семейную, скажем так. Семейную. Ну, если вы втроем живете, тоже хорошо. Мало ли, всякие же есть семьи у нас. Друзья мои, вы на канале Галя из Камбоджи, я Галя, и я жду ваши комментарии по этой теме или по другой любой. У меня много роликов на разные темы на канале. Пожалуйста, переходите в плейлисты, я стараюсь по темам на плейлисты разбивать видео. То есть полезные, есть про бытовуху, потому что на самом деле я очень хочу, чтобы про Камбоджу знало как много больше людей, и про Камбоджу знали с хорошей стороны. Почему-то очень много плохого до сих пор рассказывается про Камбоджу, хотя про любую страну мира можно рассказать то, что они выделяют именно в Камбодже. А здесь круто, здесь классно, приезжайте сами приезжайте, сами все понюхаете, потрогаете, на экскурсии сходите, в гости, жить, зимовать, по-разному у кого какие задачи. Ну, а я жду вашу обратную связь. Пожалуйста, лайк поставьте. И комментарии, и подпишитесь, если вы еще не подписаны. Для YouTube это очень важно, чтобы как можно больше YouTube начал показывать мои видео, чтобы о Камбодже узнало больше людей. То есть миссию распределяю и на вас тоже. Спасибо вам. Жду ваших вопросов. А мы идем смотреть виллу Алтын. То есть вот смотрите, ходит рабочий, территорию убирает здесь. Территория убирается, обслуживание. Давайте тогда сразу, раз уж проходим мимо рабочих, расскажу, что есть обслуживание, которое стоит $25 в месяц. То есть за то, что будут чистить территорию, следить за озеленением, обрабатывать это все от насекомых. Охрана есть? И охрана есть, да, конечно, территория вся охраняется. Сейчас вот на глаза мне бросились мусорные баки, сразу хочу показать, что вот они прямо возле вашего дома, у каждого участка, то есть рядышком всегда находятся. Да, вот здесь вот, кстати. Такие вот удобства, то есть недалеко от дома, сразу взял, выкинул и пошел себе отдыхать дальше. Хочу показать, что вот еще заселенная вилла, да, вот здесь уже тапочки стоят с детьми, кстати, да. И вот там вот я тоже вчера видела. Вот эта вот вилла тоже заселенная. А вот соседка, видимо. Соседочка у нас тут возле нас отдыхает. А вот это у вас тоже заселенная. А, это же вот этот вот человек, которого мы видели сегодня, да, с водичкой. Вот он здесь сосед живет. Тут живет. Очень вот тихий, кстати, я даже и не знала, что он здесь живет. Так, мы пришли в виллу, которая трехэтажная. Трехэтажная, да, проходите. Мы здесь чаемничали. Да, мы здесь пили чаечек, арбуз. Очень все прелести. Здесь вот поднимаемся, у нас кухня, санузел на первом этаже, чтобы не бегать. Вот это все открывается тоже. Да, здесь все открывается. Ниша для машинки или для шкафа, кому как больше нравится. На первом этаже есть санузел. Вот в моей вилле нету
санузла Да. на первом этаже. Мгм. Лесенка. Наша любимая лесенка. Вот мне тоже поэтому и нравится однокомнатная больше, потому что там всего она одна. Да, но Пройти это этот кому этап. нужна спальня. Здесь зона тоже такая, терраса. Мгм. Сегодня я здесь пила кофеечек. Ой, как приятненько. Да. Очень. Очень приятно. Мгм. Дальше у нас на втором этаже зал. Красотка Галина. Так, да, здесь зона телевидения Телевидение. и чилинья на диванчике. Семки сюда ставите, вон ведро сразу стоит. Все, тоже можно открыть. Классно, что везде можно открыть. Это Мгм. очень классно. Мгм. Так, это спальня с Одна большой спальня. кроватью, да? Да, большая Шкаф. спальня. Мгм. Тоже есть балкон. Не балкончик, а открывающийся. Мгм. Вот, Терраса с таким на видом. виллах только одна во всех. Мгм. На большой вилле есть огромная, кстати, смотровая терраса. Мы на нее не проходили. И вторая Это одна спальня. спальня, кровать, да, для Да. одного. Детская Наверное. зона, скорее. Можно Ну, сделать либо под детская, да, либо под вашего- вообще можно организовать. Как хотите. Мебели не будет, поэтому Ага. можете фантазировать, как хотите. Собственно, уборная. Да, я здесь ночевала, поэтому не Ну, прибираюсь. нормально у нас виллы. Все как есть, ребят. Да, обжитые. Никакой Обжитые. постановы. Ага. Так, давайте еще вот пока мы идем, Так, озвучим ребятам, все-таки повторение, мать учения, каким образом оформляются такие виллы. очень просто. Берете паспорт, берете свой пальчик. Здесь у нас все отпечатками пальцев. И все, и просто приезжаете и подписываете договор. Ну, Всё, выбрать-то и можно? Да, выбираете, естественно, какую вам нужно, вам подготавливают документ. И все очень просто. Здесь нет каких-то заморочек, как у нас, долго ждать, еще что-то. Нет, очень быстро оформляется, очень быстро документ, оригинал вам, один оригинал застройщику, и все. Какие дополнительные платежи, кроме обслуживания, вот эти вот 25 или 35 долларов, еще за что-то нужно будет платить? Налог на недвижимость. Сколько? 0,1% от стоимости. Это каждый год? В год один раз, да. То есть, если 70, это сколько? 70 тысяч – это $70 в год один раз. Ага, ну, получается. то есть, вообще ничего, Очень мало, да. если честно. Ну, И правда. все, а вот эти вот всякие кадастровые, или как они там Нет, называются, здесь ничего не гербовый нужно делать, сбор. потому что здесь лизинг, то есть Мгм. лизинг на 100 лет, поэтому ничего оформлять не Да, нужно. напоминаем, уже всё что это оформлено как бы застройщиком. Земля принадлежит все-таки Застройщику. застройщику, Всё верно. и у вас аренда на 100 лет. Да, он получается ваш партнер. Мгм, он партнер. Искать никого не нужно, он надежный Вот. партнер, не потеряется, не пропадет. Партнера можете проверить. Мы в начале видео рассказали очень хорошо Да, про можете него. набрать. Почему его и рекомендует Алтын, а я и верю. Вот, потому что есть другие же варианты, да? Есть другие варианты, да, но... Сейчас давайте это я спрошу. Да, Мгм. Алтын, да. рубрика Мгм. «Вопросы и ответы». В прошлом видео очень много было вопросов, и вот один мне запомнился по поводу оформления земли. То есть здесь в Камбодже Мгм. есть несколько вариантов, и вот один из них назвали как вариант траст. Мгм. Что это такое? Расскажите, пожалуйста. Это когда участвуют несколько компаний, точнее вот вы, и не только продавец или хозяин, да, этой земли, но и еще и посредники, Мгм. через которых вы совершаете документы, оформление документов и покупку. Есть этому место быть, да, это работает, да, так можно покупать, в принципе, вполне себе, почему бы нет, но я так не работаю, потому что здесь больше рисков. Чем больше участвует людей, в принципе, в заключении договора, тем больше, соответственно, рисков, потому что ответственность не только на хозяине земли, да, не только на вас, да, но еще и на дополнительно других людях. Это может быть и компания, это может быть и банки. С банками, кстати, безопаснее, Банки? если они будут, да, если Ага. они будут участвовать в договоре, с банками будет безопаснее. То есть это получается, вот продавец, Да. вот здесь банк, здесь я. Да, вот продавец, вот траст-компания, банки и, и вот то есть вы здесь. четырехступенчатая. Да, то есть это может быть и четырехступенчатая, и трехступенчатый И договор. что мне-то достается от этого Вот. пирога. Вот, со всеми надо будет делиться, да, и плюс, если вдруг там у кого-то что-то неправильно с документами, неправильно проходит какая-то операция, где-то есть какие-то подводные камни в какой-нибудь из этих, у кого-нибудь из этих участников, то все, как бы,
договор может А еще пролететь. более такое вот углубленное, потому что мне немножко непонятно получается. То есть я хочу купить, ну, допустим, вот этот дом через траст, неважно какой, ну, дом, да, Да. через траст. Я иду к продавцам, Да. ну, либо, вернее, нет, вот к агенту, да, допустим, как вы, только который делает траст. Ну, или хозяин, допустим, земли просто. Хозяин вот земли. Местный хозяин земли. И дальше. И вот, и вы, например, хотите купить, вы идете к местному хозяину этому земли, это местный человек, камбоджиец, находите траст-компанию. Опять-таки, это нужно проверить еще, какая это траст-компания, насколько она безопасная, насколько у нее имя, да, хорошее. То есть, помимо того, что вы, если просто у застройщика покупаете, то вам нужно только застройщика проверить, правильно? И все, в принципе, никаких дел больше. А здесь вам нужно траст-компанию. Траст-компания, она помогает оформить, плюс она, по сути, и является хозяином, получается. То есть вы оформляете не на себя, да, не на себя, а на эту траст-компанию оформляете это имущество. Но они дают какие-то гарантии в этом. А они, да, в свою очередь, перед вами обязуются передавать как бы эти права, то есть управляете этим всем вы, но, по сути, хозяин является эта траст-компания, то есть вы оформляете недвижимость на нее. И вот так вот у вас такой, знаете, это не как аренда на 100. Это как треугольник. Нет, лет. это не как аренда на 100 лет, это вот просто между вами и этой компанией договор, пока он не Треугольничек. закончится. Такой, да. То есть вы таким треугольничек. вы не Мы занимаетесь. треугольничками не занимаемся, да. Но если вдруг вы надумаете, имейте в виду, что лучше еще добавить банк какой-нибудь, потому что банк, он все-таки более надежный, кстати. А он не разорится? Ну вот опять-таки, да. Ну как бы вот я сейчас просто слышала, что один из известных банков в Камбодже прикрыли. Да. Мы же все знаем эту историю. Если такая история случается, не только в Камбодже, и в любой другой стране может произойти. Опять-таки, вот почему мы и не занимаемся, потому что здесь может у этой компании что-то случиться, у банка может что-то случиться, у этого местного партнера может что-то случиться, и эти риски увеличиваются. Нежели как здесь, вы, вот я есть, вы застройщик, мы просто с вами заключаем договор, застройщик просто передает права, и все, как бы на 100 лет лизинг у вас, и нет никаких посредников, ничего, как бы ни от кого ничего не зависит, ответственности только на мне и только на вас, все. Чем больше людей, чем больше соучастников во всей этой вечеринке, тем больше риска, соответственно. Но дело в том, что по такой системе не все продаются. Не все, дома. Да. То есть есть варианты, где только траст. Есть поэтому варианты, вы такие варианты и не предлагаете. Ну, поэтому мы такие варианты и не предлагаем, мы только напрямую с застройщиками. Да. Это самый безопасный метод. Ну, спасибо за честность. Вот. И второй вопрос, который просто топчик в комментариях по прошлому видео. Кто не смотрел видео прошлое, посмотрите, там основа основ по недвижимости в Камбодже. Так вот, это вторичка. Наша любимая тема пообсуждать, а как же я потом продам все вот это непосильно нажитое мной имущество. Без проблем продадите, просто чуть дольше, по времени. Ну вот там есть комментарии, да, что не продам ни за что, все стоит пустое, Пномпень весь стоит пустой, и никто не покупает. Нет, неправда. Во-первых, не все хотят продавать вообще, ну, не сразу продают свою недвижимость. Во-вторых, будет продаваться, но просто чуть дольше по времени. Если, допустим, на стадии строительства быстро-быстро раскупают в течение года весь объект, то вторичка займет по времени дольше, год, 2. Примерно до 3 лет, да, продажа вторички займет. И то, опять-таки, можно подключить побольше брокеров, то есть наше агентство можно подключить, 80 человек в агентстве работает, брокеров местных, камбоджийцев. И, естественно, чем больше брокеров мы подключаем, тем быстрее мы продаем. Появляются объекты, которые надо срочно быстро продать, мы их быстро, в принципе, за полгодика продаем. Делиться, да? Ну, делиться, да, просто с местными камбоджийцами нужно чуть-чуть поделиться, чтобы, так как чтобы у них был интерес тоже, да, но зато это быстрее процесс весь происходит, то есть быстрее продается вторичка таким образом. То есть это местные купят? Местные покупают, Сингапур покупают, японцы и иностранцы в том числе покупают, русские, наши казахи. То есть, да, если русскоговорящие, их как бы вообще мало здесь еще на рынке, вот только-только начался. Начался он-то давно, лет 10 уже, да, но как бы выход такой на русскоговорящий рынок, наверное, это только да, на выставке, вот я знаю, что вы поедете выставляться камбоджийской недвижимости. Только этот процесс стал запускаться более массово только сейчас. Хотя, да, некоторые писали, что 10 лет я уже слышу про развивающийся рынок в Камбодже, так он и есть 10 лет развивающийся рынок, и еще будет 10 или 15 лет развивающийся рынок, так что это все нормально, поэтому вы все правильно слышите. Вот. А по поводу, я узнавала еще у других, и, кстати, моих друзей, которые владельцы недвижимости уже являются, и они говорят, действительно, вот допустим, моя квартира стоит просто закрытая, я не хочу ее сдавать. Да, и таких много, то есть люди купили, вложили деньги, и они просто ей не пользуются этой недвижкой, она просто стоит. Вот и кажется, такие, да, она просто стоит. Я говорю, а почему не хотите сдавать? Он говорит, сдавать жалко,
продавать сейчас не хочу, жду, когда еще подрастет Мгм. цена, и, может быть, вообще не продам, может, я дочке оставлю. Ну, то Ну, есть это, то есть, маленький такой, да, русскоговорящих людей, а Мгм. китайцев много, которые китайцев купили, и оно много. действительно стоит. Но Да. что-то есть. Вот я точно знаю опять про мой любимый, да, Таиланд. У меня там есть подруга, которая долго риэлтором работает, и у них ее же клиенты возвращаются к ней же, Да. да, чтобы продать. У вас как происходит? Так и работает тоже, да. То есть все клиенты, которые покупают у меня, я потом перепродаю их квартиры, когда они хотят их Мгм. продать. Также я их сдаю в аренду долгосрочную. Но пока у меня не так много вторичной недвижимости, которые хотят на продажу. Точнее, если быть честным, у меня их вообще нет. Мои покупатели пока не хотят ничего продавать. Поэтому у меня и вторички нет, когда у меня спрашивают. Но если нужна, так работают все брокеры. Если вам нужна вторичка, то просто, может быть, вам не ко мне надо, а у тех людей, у которых она есть. Ну, если Но она честно. появится. Но она появится, конечно, в ближайшие 2-3 года, я думаю, ее будет очень много. И, пожалуйста, учитывайте, ребят, тот момент, что Strata Title – это вот как раз-таки система, где иностранец может приобретать недвижимость за 100% права собственности freehold в Юго-Восточной Азии. В Камбодже появился всего в 2010 году. Первые 5-6 лет застройщики не хотели этим заниматься, потому что на самом деле это намного сложнее получить разрешение на строительство с титулом Strata Title, либо нежели чем soft title, да, для местных жителей. И многие застройщики не хотели, в принципе, заморачиваться, потому что это дороже по деньгам намного, это накладнее по времени, намного занимает больше времени, да, оформить этот титул. Это очень много проверок от государства, да, то есть пройти эти все стандарты, то есть это намного это такой трудоемкий достаточно процесс. И поэтому, на самом деле, не так много вторички в Камбодже, чтобы прямо так говорить, вторичка стоит, да ее не так много, на самом деле, ребят, ну правда. Учитывайте, что всего лишь 16 лет прошло, как появился этот титул, и строить с этим титулом начали не сразу. Вот этот момент тоже надо учитывать. Да. Спасибо за разъяснение и за честные разъяснения. Спасибо. Друзья мои, приезжайте в Камбоджу, и есть здесь такая еще классная штука. Алтын, расскажите. Есть инвест-тур специально для вас. Приезжайте, чтобы посмотреть. Если вы сомневаетесь, никогда не были в Камбодже, у нас есть 2 ночи проживания в городе Пномпень, столица Камбоджи, где есть основные объекты. Мы будем по ним ходить эти 2 дня. 2 дня проживания в городе Сием Рип. Пойдете, сходите на экскурсию Анкор-Ват, а также посмотрите здесь еще парочку экскурсий в Сием Рипе. И, естественно, познакомитесь с Галиной. Всем зрителям Галины, все, кто придут от Галины, с Галининого канала, давайте так скажем, будет проживание в этих виллах. Предоставляем проживание, просто посмотреть, почувствовать, как это вообще жить на природе, на открытом воздухе, в этих виллах. Комфортно вам, некомфортно, посмотрите, определитесь. Ну, если вдруг хотите покупать, да, перед тем, как купить товар, нужно его попробовать. И у нас есть такая вот услуга, чтобы вы попробовали. И также есть 2 дня проживания в городе Сиануквиль. То есть вы предоставляете проживание. Мы предоставляем единственное, что надо платить, это за перелет и перемещение. За перелет и перемещение между городами, да. А так я вас встречу с аэропорта, на такси не надо будет тратиться, ну, единственное, личные расходы, да, какие-то там свои. Так что пользуйтесь, ребята, более подробно напишите Алтын про инвест-туры, расскажет. И вы, если сюда приедете, я с удовольствием вас свожу на экскурсии. И даже если вы приедете без инвест-тура, сразу экскурсию рекламирую, ко мне на экскурсии, пожалуйста, пишите в комментариях, вернее, в описании к видео всегда есть мои личные контакты, а Алтын вы найдете в самом верху. Спасибо большое. Вам спасибо большое. Да, очень классно. Мне очень понравилось здесь жить. Я еще одну ночь буду здесь кайфовать. Все, хватит работать. Все, мы пошли кайфовать. Мы пошли отдыхать. Пока-пока. Пока-пока.